Глава Финляндии Александр Ступп и его предшественники умудрились разрушить мосты между Хельсинки и Москвой, которые создавались целыми поколениями и по большому счету нужны были скорее финнам, а не русским. Политики щелкают каблуками, берут под козырек и исполняют волю глобалистов, а страдают простые люди. Например, теперь народ вынужден будет перейти на энергетическую диету. На днях наш МИД уведомил северных коллег, что мы больше не собираемся компенсировать Финляндии потери электроэнергии на ее ГЭС, возникшие из-за регулирования стока Светогорской ГЭС на стороне России. Соответствующий договор Москва и Хельсинки заключили еще в 1972 году. Он связан с деталями совместного использования гидроузла на реке Вокса. Это был грандиозный инфраструктурный проект, крепкими нитями связывающий энергетические системы двух государств. Тогда из-за работы Светогорской ГЭС при поднятии уровня воды водохранилища на стороне Иматранской ГЭС в Финляндии снизилась выработка. Москва решила помочь братскому финскому народу. Почти весь послевоенный период у нас были прекрасные отношения с соседями и обязалась ежегодно компенсировать им около 20 тысяч мегаватт-часов электроэнергии. Более того, даже после распада СССР мы продолжили выполнять эти обязательства. Однако после того, как финны в 1922 году прекратили закупать у нас электричество, питать их сети больше не имеет смысла. Зачем кормить новоявленную страну НАТО, чья армия смотрит на тебя через прицел? Поэтому Москва дернула рубильник. Уничтожение связи с Россией уже самым негативным образом отразились на стране. В приграничных районах, где до 2022 года кипела жизнь, сейчас мертвая зона. Отели, работавшие на русских клиентов, закрываются, за ними банкротятся предприятия сервисного обслуживания, закрываются магазины, чахнет строительная отрасль. Очевидно, что самим финнам в их уютном европейском доме не с руки тратить деньги на отдых, им бы покрыть счета и базовые потребности. А норвежцы и шведы туда не едут, у них хватает и своих курортов. Теперь станет еще тяжелее. Минувшей осенью в некоторые дни биржевые цены на электричество в Финляндии поднимались втрое. А в морозы ситуация может и усугубиться. Сыграет комплекс причин. Во-первых, в стране продолжается энергетический переход на нестабильную, но экологически чистую энергию. В 2023 году закрылась последняя угольная электростанция страны. Во-вторых, простаивают 2 реактора атомной электростанции Лавииса. В-третьих, отказ покупать электричество в России и денонсация договора о компенсирующих поставках. Эксперты говорят, что ГЭС в Иматре вообще может закрыться. Хельсинки уже ищет варианты, как обеспечить себя электричеством, и даже говорит об энергомосте со Швецией. Эта линия, как уверяют в финском операторе Fingrid, увеличит пропускную способность трансграничной передачи до 1900 мегаватт. Есть еще несколько кабелей в Эстонии, но те и сами сидят на голодном пайке. Простые финны в панике, в соцсетях появляются одни и те же комментарии. А нас-то за что? Мы ведь русским ничего плохого не сделали, а теперь сидеть без света придется. Ну, что поделаешь, такая нынче политика у Европы. Еще одна интересная новость. Пустышка в обмен на Украину. Зачем Запад снова зовет нас в G7? Владимир Путин заявил, что России не нужно возвращение в G7, большую семерку, которая в свое время уже была 8-кой. Мне не очень понятно, почему страны называют себя G7. Что там большого-то, сиронизировал президент. Зачем нам туда возвращаться, да еще и в обмен на уступки по Украине? Действительно, G7 это всего лишь клуб представителей Запада, в котором России сейчас обсуждать совершенно нечего, уверен доцент финансового университета при правительстве России Владимир Блинов. Китай никогда не стремился туда попасть, прекрасно понимая, что демонстрировать свое единство с бывшими колонизаторами медийного эффекта не даст. А с точки зрения решения практических вопросов, это собрание мало что значит. Для России тоже такой момент настал, когда демонстрировать единодушие с государствами, стремящихся убить как можно больше русских солдат, оказывается неуместным, а для практических вопросов есть множество других инструментов. Участие России в этом формате было пережитком 90-х годов, когда в нашей стране было принято радоваться сдаче позиций на международной арене в угоду Западу. Главный инструмент – это ООН, где Россия и Китай противостоят влиянию Запада. Но Бразилия, Индия и многие другие влиятельные страны желают расширения полномочий. Пока России удается, с одной стороны, говорить о целесообразности подобного, но спускать на тормозах проекты по реформированию ООН.
а с другой совместно с Китаем играть ключевую роль в международной политике. Но рано или поздно произойдет переформатирование международного арбитра. Площадка группы 7 уже давно превратилась в неформальный клуб, который объединяет исключительно страны Запада, отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. И в свое время включение в него России и превращение на какой-то срок семерки в восьмерку было скорее демонстрацией того, что Россия когда-нибудь в очень далекой перспективе, может быть, но это не точно, как говорит молодежь, станет полноценной частью западного мира. В какой-то степени они нам продали эту историю в обмен на наши молчаливые согласия на расширение НАТО на восток. Поэтому не надо рассматривать G7 как нечто действительно способствующее решению тех или иных проблем в мире. В настоящий момент это дополнительный формат к другим давно существующим платформам в Евросоюзе и НАТО, который позволяет лишний раз встречаться лидерам Запада. Мы в последние годы видели на примерах саммитов G7 явную нехватку идей, дефицит решений, что говорит о политической смерти данного объединения. Значительное, просто колоссальное преимущество в этом вопросе будет на стороне БРИКС. Вопрос создания альтернативной площадки, с моей точки зрения, нецелесообразен, ибо в формирующемся многополярном мире уже существует БРИКС как некий флагман. Есть более формализированные институты, имеющие региональный характер, например, в Евразии ШОС, в Африке Африканский союз, многочисленные интеграционные объединения, в Латинской Америке Меркосур и так далее. Мы созданием нового мирового уже много чему научились, поэтому нужно сказать, что альтернативные инструменты уже апробированы. Что касается G20, то ее нужно воспринимать как некий переходный среднеарифметический вариант между G7 и БРИКС. Потому что, с одной стороны, двадцатка действительно является уникальной платформой, которая позволяет встречаться лидерам стран, зачастую имеющих диаметрально противоположные позиции. Другой вопрос, что G20 игнорируется президентами и России, и США. БРИКС, как неформальный клуб, в куда большей степени отвечает глобальным интересам развития. Но с другой стороны, G20 нужно рассматривать как такую площадку встречи развивающегося мира с развитым, который во многом, в том числе и по решению нынешнего руководства США, на какой-то период отходит на второй план. При этом нужно признать, что в отличие от G7 в двадцатке есть определенный потенциал для дальнейшего существования и развития. Отказ от предложения вернуться в G7 – это в первую очередь демонстрация достоинства, уверен политический аналитик Кирилл Азимко. Они нас исключили оттуда, а теперь зовут обратно. На Западе думают, что мы по первому свистку прибежим. Вовсе нет. И Путин это продемонстрировал. Нам не нужны форматы, где не считается с нашими национальными интересами. Помимо демонстрации достоинства, это еще и хороший информационный удар по репутации Запада. Там привыкли, что за ними бегают. А здесь, пожалуй, впервые в истории отказываются от приглашения вступить в элитный клуб, тем самым девальвируя его статус. Почему американцы считают, что нам это интересно? Они все еще мыслят себя пупом однополярного мира? Все верно. То ли по инерции, то ли не желая признавать реальность, американцы были уверены, что Россия спит и видит, как вернуться в большую восьмерку. А тут такой облом. Они настолько привыкли быть мировой элитой и выставлять условия странам для присоединения к своим проектам, что теперь до них очень медленно и болезненно доходит, что мир изменился. G7 сегодня вообще существует как реальный институт или это просто политическая надстройка НАТО? Семерка – это неформальный институт, который выполняет функцию эдакого клуба для обсуждения глобальных вопросов, координации позиций стран Запада. Там нет устава или каких-то писанных правил. Решение G7 не имеет обязательной силы. Можно согласиться, что это политическая надстройка НАТО, созданная для координации позиций и действий главных западных игроков. Что если создать формат на замену G8 с теми же функциями, но в современных реалиях? Сколько стран и какие именно должны войти в пул государств, между собой определяющих основные направления мировой политики и экономики? В теории такое реально, но для этого основные геополитические центры должны договориться и желать достичь компромисса. Но это будет осуществимо только тогда, когда Запад будет готов к созданию новых глобальных правил игры, в которых Вашингтон лишается роли мирового жандарма. США и Евросоюз на это не пойдут. Они даже на адекватный компромисс по Украине не хотят идти. Что уже говорить о всей планете. Если мир к этому все-таки придет, то в новом клубе должны быть как минимум Россия, Китай, США и Евросоюз.
К ним было бы хорошо добавить Японию и Индию с самым большим населением и быстро растущей экономикой. А возможен ли в принципе формат с участием как стран коллективного Запада, так и России, Индии и Китая? Или это изначально уже иллюзия? Никакие глобальные проекты с участием всех геополитических игроков не будут жизнеспособны, пока Запад не снимет свою корону и не станет способным договариваться со всеми на равных. G20 как раз хороший пример такого неудачного диалога. Это была попытка сделать формат, где будут и Запад, и Россия, и Китай, и Бразилия. Но США и Евросоюз показали, что не готовы координировать свои действия с другими, поэтому им комфортнее в своем узком кругу в G7, чем в G20. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.